Welcome to the Ecom Monthly Russian videocast. July is a very hot month, so I think a lot of people feel like going swimming or just going somewhere close to a place with water. So in Russia, there is a very old festival that is celebrated by gathering next to a river or many different rivers in Russia. So we will talk about it in our season talk. And in culture talk, I would like to introduce Russian climate and geography. Maybe you will find it interesting. I hope you'll enjoy our videocast. Давайте начнем. В июле в России отмечается очень старинный языческий праздник, который называется День Ивана Купалы. Этот праздник отмечается с очень-очень старых времен, и, конечно, во времена революции его не отмечали, и после революции его тоже не отмечали, но в последнее время, поскольку в России есть такая тенденция, чтобы возвратить старые традиции, то сейчас его снова многие люди отмечают. Этот праздник очень интересен, и в это время девушки и мужчины собираются около рек, и, например, девушки плетут венки, красивые очень венки из цветов, и кидают их на реку. Часто также по венкам можно гадать, например, те, кто еще не замужем, они могут узнать, кто и за кого и когда они будут замуж. Еще также многие люди прыгают через костер и ищут цветок папоротника. Конечно, цветок папоротника найти очень трудно, и это довольно редкий цветок, поэтому люди верят, что тот, кто найдет цветок папоротника, обязательно станет счастливым. Поэтому, если вы будете в России в июле, я рекомендую вам поискать. Может быть, вы его найдете. Так, сегодня я еще хотела поговорить о географии России и ее климатических особенностях. Как вы, наверное, знаете, Россия очень большая страна. И по площади она занимает 16 миллионов 995 тысяч 800 квадратных километров. Это очень много. И по площади это приблизительно 4 территории Европейского Союза. То есть площадь Евросоюза умножить на 4, и тогда вы получите площадь России. Это очень много. Поэтому если вы, например, захотите пропутешествовать от европейской части России до азиатской части России, вы проедете через 11 временных зон. Это тоже довольно долго, и, может быть, если поедете на поезде, то путешествие займет около 10 дней. Поэтому 3/4 части России занимает Сибирь. И, как вы тоже, наверное, уже это знаете, там очень холодно. Вообще-то средняя температура на всей части России это минус 5 градусов, 5,5 градусов, а в Сибири средняя температура, наверное, все-таки минус 20 градусов, то есть там очень-очень холодно. И если вы поедете, например, на юг России, там уже будет намного теплее и сухо, и здесь есть пустыни, поэтому даже очень-очень жарко, и в некоторых местах трудно найти воду. В Москве и в Петербурге, то есть климат намного более похож на Европу. И здесь у нас тоже очень холодно, и дуют ветры отсюда, вот с этих сторон, и они здесь, не так уж сильно холодно, но, может быть, бывает минус 20, минус 25. Это, хотя, в принципе, для европейцев, наверное, это тоже, наверное, холодно. Итак, я надеюсь, вы как-нибудь навестите Россию, и вы ознакомитесь с ее климатом и географией на самом деле. Я надеюсь, вам понравился наш июльский выпуск, и что вы узнали много нового о российской географии, климатических особенностях и о наших фестивалях. Как я уже говорила, что в июле в России не так уж холодно и даже очень тепло, и в некоторых странах может быть жарко, поэтому, несмотря на то, что жарко и хочется где-нибудь расслабиться, я надеюсь, что вы не бросите ваши занятия русским языком. До встречи в следующем месяце. До свидания.